Всем привет, меня зовут Дима. Сегодня будем рассматривать типы данных в JavaScript. Для этого я создал и переменные. Для этого я создал файлик. Тут это гробки. Типы данных и переменные. Для этого я создал этот файлик. И сейчас я покажу, как просто в браузере вывести тип данных и скрипт исполнять. Для этого я просто напишу text-скрипт. И закрою его. Чтобы создать какую-то переменную, это такие, можно сказать, просто коробочки, ячейки, в которых мы складываем какие-то данные и потом можем изменять. Но не во всех. Существует вообще три типа вида создания переменных. Это, к примеру, такой first. Это через оператор let. Можно создать то же самое через var. Ну, короче, ладно, переменную напишу так, var1, это можно еще, и константа. В чем разница? Let и константа появились позже, чем var. Изначально был var. У var область видимости глобальная. Ну тут ладно. То есть это глобальная область видимости у var, у first и константы локальная область видимости. Грубо говоря, то, что переменная, объявленная с ключевым словом var, даже внутри функции или какой, будет доступна извне функции. Соответственно, let и константа не имеют таких свойств. Их сейчас более предпочтительно использовать, так как они не нарушают общую структуру приложения. Если приложение большое, там могут быть сотни, тысячи переменных, и они не будут нарушать. Константу нельзя изменять. Тут, в общем-то, посыл как бы понятно, то что если мы потом попробуем как-то изменить после объявления константу, у нас выпадет ошибка. К примеру, если мы сделаем вот так вот, у нас, видите, редактор даже подсказывает, у нас ошибочка выпадет. Сейчас я возьму, открою, скопирую путь к этой папке. Так, copy patch. Зайду в браузер и открою эту папочку. Напишу тут индекс. Какой у меня тут? Lesson HTML 2. Вот, у нас появилось. Для того, чтобы просмотреть. Так. Вот, видите, у нас выпала ошибочка. То, что у нас переменная константа объявлена. Я нажимаю на файл и вижу то, что у меня с ошибкой объявилось. Таким образом создаются у нас переменные. Для того, чтобы вывести вот в эту консоль, в браузерную, чтобы ее открыть, во-первых, тут это можно воспользоваться, просмотреть код. Вот так вот. Это просто просмотр кода текущей страницы. Либо можно нажать, я вот нажал F12 и открыл консоль браузерную. Вот у меня консоль. Для того, чтобы сюда вводить какие-то данные, есть специальная функция консоли log. Мы сюда, к примеру, выведем first, а сюда напишем first. И просто перезагрузим страницу. И видите, у нас ничего не вывелось, потому что ошибочка. Я ошибку вот эту вот забыл убрать. Теперь еще раз перезагружаю, и все, видите, у нас вывелась переменная first. Так, в JavaScript существует 8 типов данных. Это первое. Первое будет, к примеру, у меня вот числовой тип. Это будет, к примеру, 1, 2, 3. Чтобы посмотреть тип данных, можно воспользоваться специальной функцией typeof. Причем ее можно использовать двумя синтаксисами. Можно вот таким вот синтаксисом использовать. К примеру, я выведу переменный первый тип данных. И вот воспользуюсь для first тоже. Выведу тип данных для first. Здесь будет у меня числовой тип, а здесь стринговый тип. Строка, в общем-то. Видите, number и string вывелась. Также я могу использовать вот такой синтаксис в скобочках. Разницы нету. Дальше. Строковый тип, ну это просто строка буковки, а это просто номер. Причем мы можем, номер может быть нам big
есть специальный тип numbig. Это огромные числа. Если вы хотите какие-то, с большими числами работаете, то для этого нужно использовать numbig, big number тип. Для того, чтобы создать переменную big number, нужно просто в конце добавить буковку n латинскую. И я сейчас выведу, опять будет у меня big number тип. То есть, вот видите, big int, big integer. Дальше есть тип данных. Следующий это у нас and, к примеру, undefined. Его можно, это переменная, которая без указания каких-то параметров объявлена. Сейчас я выведу. Вот, undefined. Она также равна, undefined, либо можно указать вот просто undefined, написать вот таким вот образом. И это будет равноценно. Вот это я сотру, чтобы не мешало. Просто вот стираю undefined. Следующий тип данных это у нас будет пусть null, специальная переменная. У нее есть object тип. Это тоже, чтобы не путались. Это вообще такая зарезервированная, можно сказать, переменная, но у ней по старым традициям ей оставили object тип. Но это не особо важно. Потом пусть будет у меня переменная называться вот так. Нет, var1 оставлю таким образом. Вот это сотру. Следующий тип данных это у нас вот объект будет. То есть это тоже объект, но это объект другой. Вот в JavaScript бывают такие, так сказать, нюансы. Потом мы, к примеру, создадим массив и посмотрим. Так, напишу var2. Какой у него тип? У него, видите, тоже тип объект. У массивов и вот в фигурных скобках это объекты будут. У них у всех тип данных object. Также можно посмотреть, есть переменная специальная none. У них тип number. Это типа там. И есть еще даже специальный еще тип. Еще один расскажу. Это infinity. Означает бесконечность. Так, сейчас я выведу infinity. Вот это уберу none. Не хочу на него смотреть. Объект. У infinity, видите, тоже тип number, бесконечность. Здесь все логично, это просто бесконечность, грубо говоря. Есть еще такой особый тип, сейчас я покажу, который называется symbol. Для этого я вызову функцию symbol, передам ID. Это, грубо говоря, такой специальный тип. Я забыл указать type of. Так, type of. Вот сюда поставлю. Видите, symbol это специальный тип для объекта, грубо экземпляров объекта symbol. Он отображает уникальные элементы в JavaScript. Таким образом. Также в JavaScript есть встроенные функции разные, к примеру, объект match. Type of match тоже является, у него там свои математические операции. Это тоже будет объектом являться. Есть еще булевые значения, без них вообще ни один язык, в общем-то, не обходится. Это true и false. К примеру, вот я true просто передал true в type of. Видите, каким образом? И вот видите, у нас boolean выскочил. Вот у нас есть объект, number, symbol, опять boolean. К примеру, ладно, я сюда задам str, пусть будет string у нас. Вот, теперь видите string. В общем-то, я вроде бы рассказал все типы данных. На этом сегодня все. Спасибо за внимание. Подписывайтесь. Дальше будут уроки. Да, в последующем. Там будут новые темы. Пока.